Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я вам предлагаю связать джемпер из модного европейского магазина. Это машинная вязка, но мы с вами сегодня сделаем мастер-класс и будем вязать этот джемпер спицами. Так что можно сказать, что сегодня мы будем разбирать с вами трендовую модель на лето 2021 года, белый стильный ажурный джемпер. И рассматривать будем размеры 44 по 52. Очень интересный узор, который я нарисовала. Сегодня составила схему, значит, конкретно по картиночке, да, интересные такие ажурные дорожечки, несложный узорчик и модненький, очень кстати, на лето, в прохладную погоду, очень чудесный джемперочек. Цвет, конечно, вы можете выбрать любой, да. В общем, девочки, вяжите с удовольствием. Вязание – это вообще как бы для удовольствия существует. Это наше хобби, рукоделие. И я думаю, что такая красота, которая выйдет из ваших ручек, будет вас радовать. И это лето, и, может быть, на следующее еще хватит. В общем, не проходите мимо. Давайте свяжем с вами эту красоту, эту очередную модную новинку, предложенную нам европейскими дизайнерами. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Итак, как всегда в нашем мастер-классе будет сегодня составляться описание на основе выбранной пряжи, спиц и расчетной плотности. Мы будем рассчитывать прямо плотность конкретно после того, как свяжем образец. Естественно, я от руки нарисовала схему. Девочки, схема у нас будет от руки нарисованная. Не буду я ее ни в каких программах рисовать. Я это делаю сознательно. Хочу, чтобы ручная работа, да, будем так называть, ручная работа, схема рисуется тоже от руки. Это стильно, это стало модно, да, все ценится, все, что ручное, имеет высокую оценку, а оценено в мире очень высоко. Итак, мои хорошие, начинаем с вами с выбора пряжи. Солнышко вышло. Девочки, ладно, пусть солнышко. Смотрите, для вязания образца я выбрала пряжу Alize Cotton Gold. Турецкая пряжа, полухлопок, 100 грамм, 330 метров. Далее, по составу. Это белый цвет, как вы поняли, да, вот 55-й. Состав 55% хлопок, 45% акрил. Спицы будем с вами использовать 3,5. Вот такой у нас узор получается интересный. Солнышко светит очень ярко, да? Ничего, все равно все понятно, в принципе, по узору. Тем более мы будем с вами его вязать. Девочки, смотрите, здесь 2 раппорта в высоту и 1 раппорт в ширину у нас связан. Узор несложный. Я его рисовала сама по фотографии. То есть схему я составляла как бы по фотографии. Я считаю, что практически я попала петля в петлю, да, то есть воссоздала то самое, что на модели запрограммировано, скажем так. Так, мои хорошие, давайте с вами посмотрим схему. Так, у нас с вами схема, девочки, вот таким образом выглядит. 32 петли ширина раппорта и 24 ряда высота узора. Условные обозначения довольно распространенные. Давайте я приближу. Смотрите, значит, у нас с вами вертикальная черточка – это лицевая петля. Горизонтальная черточка – это изнаночная петля. Вот такой прямоугольный треугольничек – это 2 вместе лицевой с наклоном вправо и зеркально
такой же треугольничек, только с наклоном 2 вместе лицевой влево. Кружочек это накид, ну и в общем-то все. Вот и все условные обозначения. Схемочка вот таким образом выглядит. Если кому интересно, я выложу в сообществе, ссылочку оставлю под видео. Там же под видео у нас будет с вами вот это описание, которое мы с вами будем сегодня составлять вместе во второй части нашего видео мастер-класса, где я подробно вам буду рассказывать, откуда взялись эти петельки, да, откуда вот это количество петель, как расположить узоры, да, в общем, всю последовательность действий при вязании я вам сегодня расскажу во второй части, после того, как мы свяжем с вами образец и, в общем-то, определим плотность, да, и потом по выкройке будем делать эти расчеты. Смотрите, размерчики я уже сегодня выше озвучивала, 44, 46, 48, 50, 52. Будем составлять сегодня описание. Вот, все почитайте под видео. Это описание будет выложено под видео. Открывайте, и очень удобно вязать, смотреть. Все, что непонятно, все здесь мерочки, все указано. В общем, вся последовательность ваших действий здесь есть. И попетельно тоже. Кому что непонятно, смотрим вторую часть видео, там у нас будут объяснялки, так называемые, да, и про выкройку. Давайте я вам сразу покажу выкройку. Вот такая выкройка у нас будет сегодня, очень простая выкройка. Наверное, я уменьшу, чтобы были видны размеры, да. Смотрите, значит, у нас будет сегодня... У этой выкройки нет ничего сложного. Прямоугольники. Самая сложность большая вывязать вырез горловины. Как это сделать, я вам сегодня рассказываю в своем описании. Смотрите, читайте, там все последовательно. И рукав у нас спущенный. Здесь самая сложность большая – это сформировать скос. Тоже сегодня во второй части видео я рассказываю, как сформировать скос, как расчет сделать, сколько петель прибавить по скосу и как расположить эти прибавки равномерно. Объясняю, что такое вертикальная плотность и почему нельзя ее ни в коем случае игнорировать. Пожалуйста, смотрите на это на все. Серьезно. Не отмахивайтесь. Будут какие-нибудь потом, в общем-то, печальные моменты. Так. И сейчас давайте с вами приступим к вязанию образца. Так, девочки, схема. 24 ряда, 32 петли, раппорт, ширина. И мы с вами сейчас будем вязать один раппорт. Я уже связала один раппорт. Ну и покажу, как вязать его вам теперь. Как, так скажем, протестировала свою схему, которую я составила сама. Так, ну и давайте начнем. Начинаем с того, что набираем 34 петли, еще 2 кромочные, да, к раппорту добавляем и вяжем. Первый ряд. Кромочная сняли и начинаем. Первая идет изнаночная, 3 лицевые, затем идут 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Две лицевые. 1, 2. Накид. По центру идут 3 лицевые. 1, 2, 3. Снова накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Дальше 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опять 3 лицевые. 1, 2, 3 и 2 изнаночные. 1, 2. Кромочная тоже изнаночная. Второй ряд и все четные ряды, которые являются изнаночными в нашем узоре, будут вязаться, как смотрят петли. Накиды провязываем изнаночными. Третий ряд.
изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, 1, 2, делаем накид, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, снова накид, по центру лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. Остается 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 изнаночные, 1, 2. Ну и кромочную вяжем тоже изнаночной. 4-й ряд вяжем, как смотрят петли. 5-й ряд. Изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, 1, 2, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, снова накид, по центру 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, теперь 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 изнаночные, 1, 2, кромочная, изнаночная. Связали 5-й ряд. 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. 7-й ряд вяжем. Значит, первая идет изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, 3 изнаночные, 1, 2, 3. Теперь вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, 1, 2. Затем делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, по центру лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 3 лицевые, 1, 2, 3 и 2 изнаночные, 1, 2, кромочная, изнаночная. 8-й ряд вяжем, как смотрят петли. 9-й ряд вяжем. Изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Остаются 2 изнаночные, 3 лицевые, 1, 2, 3 и 2 изнаночные, 1, 2. Кромочная тоже вяжем изнаночной. 10-й ряд у нас вяжем, как смотрят петли. 11-й ряд. Изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, изнаночная,
2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых по центру. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Далее вяжем 3 лицевые, 2 изнаночные, кромочные тоже изнаночные. 12 ряд у нас с вами. Как смотрят петли, вяжется. 13 ряд. Первая петля лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3 по центру. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Затем опять 3 лицевые. 1, 2, 3. 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые, накид, 2 лицевые. Кромочная вяжем изнаночной. 14 ряд у нас с вами вяжется, как смотрят петли. 15 ряд. Вяжем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 3 лицевые. 1, 2, 3, по центру 3 изнаночные. 1, 2, 3, опять 3 лицевые. 1, 2, 3, 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, снова накид, лицевая и кромочно вяжем изнаночной. 16 ряд вяжем, как смотрят петли. 17 ряд вяжем. Первая идет лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 3 лицевые. 1, 2, 3. Снова по центру 3 изнаночные. 1, 2, 3. 3 лицевые. 1, 2, 3. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Связали. Далее вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, кромочную вяжем изнаночной. Так, отлично. 18 ряд у нас, как смотрят петли. Вяжем 19 ряд. Кромочная, начинаем раппорт. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее 3 изнаночные. 1, 2, 3, потом 3 лицевые. 1,
2, 3. По центру 3 изнаночные. 1, 2, 3. 3 лицевые. 1, 2, 3. Опять 3 изнаночные. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые. 1, 2. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Снова накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Лицевая. Кромочную вяжем изнаночной. 20 ряд вяжем, как смотрят петли. 21 ряд. Лицевая. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. Снова 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 изнаночные. Далее вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. По центру 3 изнаночные. 1, 2, 3. Снова 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 изнаночные. 1, 2. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые. 1, 2. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 2 лицевые. И кромочную вяжем изнаночной. 22 ряд вяжем, как смотрят петли. 23 ряд. 2 лицевые. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная. 3 лицевые. 1, 2, 3. По центру 3 изнаночные. 1, 2, 3. Снова 3 лицевые. 1, 2, 3. 1 изнаночная. Далее вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые. Накид. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. И еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Осталось 3 лицевые. 1, 2, 3. Кромочную мы вяжем изнаночной. Связали 23 ряд. 24 ряд вяжем, как смотрят петли. Итак, девочки, на этом раппорт узора заканчивается. И повтор идет с первого ряда. Сейчас наша задача с вами определить плотность данного связанного полотна вязаного. Да, и мы с вами затем будем делать расчеты. Делаем влажную тепловую обработку образца горячим паром. Вот таким образом, девочки, я обдаю наш образец и тяну его, он влажный, податливый. Я его тяну в разные стороны. Вправо, влево, вверх, вниз. Энергичненько тянем. Не бойтесь, что с ним что-то произойдет. Наоборот, это очень хорошо, что мы сейчас делаем. Теперь обращаю внимание на края. Их надо выпрямить, поскольку все эти края у нас кромочные будут участвовать в нашем расчете плотности. Так, выпрямили. А теперь оставляем сохнуть наш образец с вами. Измеряем с вами ширину нашего образца. 17 у меня сантиметров. Мы набирали здесь 34 петли. Участвует в вязании. И мы 34
поделим на 17 сантиметров. Получается циферка 2. Пишем. В 1 сантиметре у нас с вами умещается 2 петли. Это плотность по горизонтали. Второй момент. Измеряем высоту нашего образца. Прикладываем линеечку. И у меня, в общем-то, 20,5 еще раз. Ну да, 20,5 сантиметров. Здесь участвует 2 раппорта в высоту. И, в общем-то, это 24 ряда, 48 рядов. 48 рядов мы поделим на 20,5 сантиметров. Получим плотность 2,3. Запишем. В 1 сантиметре 2,3 ряда умещается. Это вертикальная плотность. И теперь эти две цифры у нас сейчас будут очень важны в наших расчетах. Итак, обращаем наше внимание на выкройку. По выкройке будем составлять описание. Вот такая у нас выкройка. Очень интересная, обычная. Короче, девочки, наипростейшая выкройка. Спущенный рукав у нас, и мы будем вывязывать только вырез горловины, может составить какую-то сложность, но и скос по рукаву. А так у нас все по прямой вяжется, да? Давайте с вами сразу определимся с количеством петель и с размерами. Значит, длина изделия у нас 58 сантиметров на первые 2 размера будет. И 60 сантиметров на 3-й размер. Итак, первые 2 размера это 44 размер и 46-48. То есть первый это 44, второй 46-48, третий 50-52 размер. И попетельно, значит, ширина у нас для первого 44 размера 49 сантиметров, для второго размера 46-48, 52 сантиметра спинка. И для 50-52 100, итак, будет 58 сантиметров. 58 сантиметров. Перед и спинка одинаковой ширину имеет. И теперь смотрите, что мы делаем дальше. Дальше нам надо с вами красиво распределить наши узоры. А для этого определяем, сколько всего петель у нас будет набираться на тот или иной размер. В 1 сантиметре 2 петли. Мы определили эту плотность по горизонтали, поэтому все вот эти мерки умножаем на 2. То есть 49 сантиметров первый размер умножить на 2, это будет 98 петель. Второй размерчик у нас идет с вами ширина 52 сантиметра умножить на 2, 104 петли. Третий размерчик у нас с вами идет 58 сантиметров на 2, 116 петель. Вот все эти петли я написала. Теперь распределяем узоры. Раппорт узора составляет 32 петли. Итак, у нас, чтобы определить, сколько целых раппортов, нам необходимо, вот первый размер 98 делим на 32 петли. Это число петель в раппорте. Получаем 3 раппорта подряд. 3 умножить на 32, это 96 чистых петель плюс 2 кромочные. Итого 98 петель. Понятно, что на первый размер у нас с вами набирается 3 раппорта. Я обычно вот так схематично рисую расположение наших узоров. То есть у нас с вами, значит, идет 3 раппорта по 32 петли. И 1 кромочная справа, 1 кромочная слева. В сумме это 98 петель. Первый размер, 44. Что касается второго и третьего размера, количество раппортов у нас будет также по центру оставаться неизменным. 3 раппорта подряд. А справа и слева будем добавлять изнаночную гладь. Симметрично и одинаковое количество петель. И у меня вот что получилось. Для первого размера необходимо добавить 3 изнаночных справа. Вернее, для второго, девочки, для второго. И 3 изнаночных слева. То есть для 46-48 размера мы начинаем с кромочной
затем 3 изнаночные, 3 раппорта подряд по 32 петли, заканчиваем 3 изнаночные, 1 кромочная. И в сумме это у нас 104 петли. Вы можете любую ширину, девочки, сделать, как вы захотите. Расширяйте свое вязаное полотно с помощью изнаночной глади справа и слева по одинаковое количество петель. Теперь для третьего размера у нас 116 петель, и здесь необходимо добавить 9 изнаночных справа, 9 изнаночных слева. Неизменной остается середина, 3 раппорта в центре. Понятно, да? Спинка и перед отличаются лишь глубиной выреза горловины. Как сформировать этот вырез, я вам подробно расписываю в описании, которое выкладываю под видео. Вот. А сейчас я могу вам сказать, сколько петель набирать на вырез горловины и сколько петель останется на плечо. У нас это такие будут числа. Здесь вот стоят мерки 10, 10,5 и 11. То есть это половинчатый размер, грубо говоря, 44 размер, ширина выреза горловины 20 сантиметров. Мы 20 сантиметров также умножаем на нашу плотность по горизонтали 2. Получается 40 петель. Ну и соответственно я посчитала на следующие два размера 42 петли и 44 петли. Все, что остается, это остается плечи. Их тоже надо посчитать. Для этого мы из нашего общего наборного количества петель 98 отнимаем 40 петель вырез горловины, остается 58 петель на плечи. Делим на 2 плеча, на каждое плечо 29 петель. И также я посчитала для других размеров, получилось 32 петли и 36 петель на плечо. С этим понятно. Теперь я хотела бы заострить ваше внимание на вертикальной плотности, девочки. Все мерки, которые вы здесь видите, переводите по вертикали с помощью вертикальной плотности в ряды. Смотрите, вот у меня от планки до проймы стоит мерочка 32 сантиметра. Я 32 сантиметра умножаю на нашу плотность по вертикали, которую мы с вами определяли, 2,3 ряда в 1 сантиметре. 32 на 2 и 3 получаем 74 ряда. Вот я округлила 74 ряда. Видите? Будете вязать, руководствуясь рядами, а не сантиметрами. Это нужно для того, чтобы после стирки ваше изделие не вытянулось и стало нормальным, именно той длины, которую вы запланировали. Рукав. У рукава у нас так же, как у спинки и переда, начинается с планки. Планку можно вязать резинкой 2 на 2, 1 на 1, любой резинкой, какая вам понравится. Высота планочки я определяю на глаз. По фотографии сделала 5 сантиметров. Также будет в описании. Вот, смотрите, после планки у нас опять по рукаву идет узор. И начинается скос формироваться. Подъем петель по скосу. Прибавочки у нас по скосу идут равномерно. Как определить прибавочки, я вам сейчас расскажу. Значит, на первые, для резиночки набираем 46, 52, 56 петель на 3 наших размера. И затем в последнем изнаночном ряду резинки делаем равномерные прибавки. И надо довести до 66 петель. Это 66 петель, это 2 раппорта по 32 петли, да? То есть это 64 петли и кромочные справа и слева. Получается 66 петель. С таким узором мы выходим с вами на рукав, на узор рукава. 2 раппорта у нас идут с вами неизменно, мы вяжем их в высоту, а с двух сторон все петли, которые будем по скосу прибавлять, включаем в изнаночную гладь и вяжем их изнаночной гладью. Понятно, да? И вот я уже определила, смотрите, значит, вот так расположили узоры с вами, связали скос, и вот здесь надо закрывать петли, самая широкая часть рукавчика у нас с вами. Я определяла тоже с помощью плотности, у меня получается 82, это петли наши для первых 2 размеров, и на 3 размер 92 петли, то есть 23 сантиметра, это у нас
с вами половинчатый размер умножаем на 2, то есть самая широкая часть рукава для третьего размера составляет 46 сантиметров. Умножая на плотность 2, получаю вот эти цифры. 92 петли у нас должно быть самой широкой части рукава. То есть также я определяла и первые два размера. У меня 82 петли получилось. Теперь, девочки, из большего числа вычитаем по низу 66 петель и узнаем, сколько петель всего надо по скосу прибавить. То есть первый размер у нас стоит мерочка 82 петли, по низу 66 петель, это 16 петель. Да? 16 делим на 2, 8 петель. 8 петель надо прибавить. Еще раз, смотрите. 82 отнять 66 по низу, получаем 16. Делим на 2, 8 петель надо прибавить. У нас с вами с помощью вертикальной плотности определен скос. Высота скоса составляет 36 сантиметров. Я уже их перевела в ряды. Это 82 ряда. 82 ряда скос по 8 петель. То есть мы должны с вами 82 поделить на 8. 82 поделить на 8 получится вот такая цифра 10. Целое число берем. То есть мы будем с вами в каждом 10-м ряду делать прибавки. Понятно, да? По одной петле справа, по одной петле слева в каждом 10-м ряду. Для второго размера также 8 получается петель, а вот для третьего сейчас будем определять. У нас 92 петли в самой широкой части рукава, по низу рукавчика 66 петель, всего 26 петель надо прибавить. Делим на 2 скоса, на каждый скос придется по 13 петель. И мы с вами 82 ряда нашего скоса делим на 13 петель, получаем в каждом 6-м ряду будем делать прибавки. После того, как мы с вами свяжем от планки 82 ряда, все петли мы закрываем. Их должно быть, как я уже объясняла, 82, 82 и на третий размер 92 петли. С этим тоже все понятно. Что я еще хотела сказать? Пожалуйста, не забывайте, не игнорируйте вертикальную плотность. Я вас очень прошу. Вяжите согласно рядов. Смотрите, общая длина у нас изделия, я уже говорила, 58, 58 и 60 сантиметров на третий размер. Эту длину вы легко можете поменять, если измените вот этот показатель. У меня на средний рост, вот я поставила 32 сантиметра, да, то есть... Если у вас низкий рост, допустим, вам надо поменьше, покороче хотите джемпер, или у вас, наверное, выше среднего роста, да, то есть поменяйте вот эту мерочку, переведите немножечко, подлиннее ее свяжите, да, и, в общем-то, никаких проблем не будет. Вы получите джемпер той самой длины, который вам нужен. Тоже касается и рукавчика. Его можно сделать 3/4, можно сделать коротенький, да. Вот, то есть то же самое, меняйте здесь длину скоса, пересчитайте петельки, конечно, их, в принципе, через другие количество рядов будет прибавки, да, но по аналогии, как я вам сейчас объяснила, я думаю, вы это сделаете без всякого труда, девочки. Посчитайте самостоятельно скос рукава. Ну, а на этом я заканчиваю свое объяснение. Простейшая выкройка и джемпер несложно вяжется. Желаю вам удачи, мои хорошие. Описание смотрите под видео и до новых встреч!